Всем привет, вы на канале RB Gaming, с вами Александр Эдберт, и сегодня мы начинаем узнавать, что было до событий Alan Wake's American Nightmare, то есть проходим оригинальную часть Alan Wake. Устраивайтесь поудобнее, наливайте себе чай, кофе, что-нибудь еще, не забывайте фолловиться, ставить лайки, оставлять свои комментарии под этим видео, и, в общем-то, мы начинаем. Самое главное переживание, наверное, страх и риск, что эта игра ничего не расскажет о том, почему произошли события Alan Wake's American Nightmare, и окажется такой же непонятной с огромной кучей вопросов. Но посмотрим. Так, новая игра, уровень нормальный, стартуем. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Suddenly, his body was gone. I was in shock from the crash. I could hardly stay on my feet. Что понимаем? Понимаем, что история у нас делится по эпизодам. Да нет, фу, какая инвертация мышки, чего вы хотите, о чем вы говорите? Книга Alan Wake. Короче, он вез с собой какие-то книги. Маяк, туман, кажется интересным. Да, нет, абсолютно. И стена кирпичная. Ну, во-первых, это сон. Welcome to Silent Hill, чувак. Ну, как бы он сам виноват, что стоял ночью в туннеле на проезжей части. Да, то есть я не заметил автостопчика. Они автостопчики обычно вот здесь где-то стоят и отлавливают машины, но не посередине дороги. Все верно. Так, ну давайте посмотрим. Первое. Это сон. Кстати, поначалу, когда он сюда ехал на машине, было тоже Night Springs написано. Поэтому мы во сне понимаем это. Это все не настоящее. Дальше что? Надо добраться до маяка. Реально, как чем-то попахивает почему-то немножко Silent Hill'ом. Серег, нет у тебя такое ощущение? Маяк вообще в каких-то чепыжатниках. Явно закус под Silent. Кстати, есть причина пройти и сравнить данные продукты хоррор-индустрии. Ну, блин, слушай, ну... American's Nightmare меня испугал вот вообще прям никак. Missing потерялся, причем кто? Он сам? Ну давайте сейчас убедимся в том, что нам дальше. Хотя вон, что-то здесь. Вот, термос кофе. 11, ё-моё. Ну ладно. Типа коллекционка из разряда найдите все термосы с кофе.
Если это эпизод, значит это будет игрушка эпизодная. Вопрос в том, сколько здесь этих эпизодов. Ну ладно. О, и он уже с оружием в руках. You don't even recognize me, do you, Ryder? You think you're God? You think you could just make up stuff? Play with people's lives and kill them when you think it adds А to может ты the будешь drama? бежать, а не... You're in this story now, and I'll make you suffer. По-моему, он очень меня There would be a догоняет. single readable sentence in your books if it wasn't for your editor. You'll never publish another one of your stories. 'Cause I'm gonna kill you. It's not like your story's already good. Короче, это такой портрет автора, ой, не автора, а читателя, который просто его не очень любит. You missed your deadline. Можно уклоняться от нападающего. Так. Ну. Ага. А можно, пожалуйста, сюда? А, нельзя. Короче, надо ждать, чтобы он на меня сейчас напал, видимо, и пробил топориком эту... Или нет. I realized that the hitchhiker was a character from the story I'd been working on. Угу. Но снова понимаем, что ему это снится. Он работал над какой-то книгой, которую он напечатал, а автостопщик, которого он убил, это персонаж его книги. Все понятно. Я почему-то с ним согласен, с этим Тёном. Игра так... Так, ну ладно, игра только начинается, пока непонятно. Ну, то есть хотя бы понятно то, что это сон, и вопросов нет. Ну, что-то снится, какая-то хрень. А ведь здесь можно спокойно кофе пропустить. Да, вот эту вот термос кофе, который надо собирать. Да как бы их прям снять. Кстати, устает здесь он гораздо быстрее, чем в американцах, да? Да, он не может бежать так быстро. Так. Но что точно можно сказать? Глаз. Игра страшнее, чем American Nightmare в разы. Ну, бодрее просто. Бодрее. Кстати, плакатик Tom the Poet. Was a death trap. I had to get out. Видимо, через окно. Нет. Может быть, через дверь как-то. Так, слушай, я один не понимаю, куда. А, вот, все отлично. Follow the light. Отлично. Иди за белым кроликом, Нео. А. You are hurt. You should go into the light. You are only safe there. Угу. Так. Well done. I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. Follow my light.
Я что-то тоже не догоняю. Ну хотя бы мы понимаем, что он говорит дом, это то озеро Каудрон. The darkness is dangerous. It's sleeping now. When it feels you coming, it will wake up. There's no time. I can only show you the most important thing. The hitchhiker has been taken over by the dark presence. You can't hurt him now. The darkness protects him from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. Ой, как долго. Так, ну здесь гораздо дольше он перезаряжается. А, вот, можно просто на него навести. You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. Now you'll die. Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream. Кто это? Бог солнца, In the солнышко, nightmare, a фонарик. terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. Пройдите ночной курс по мастерству управления светом. Отличное достижение. Блин. У меня чай вылезает через чайный пакетик, через ниточку куда-то на стол. Это ужасно. Ладно. Быстрее ослепляет врагов и выжигает тьму. Короче, опять та же самая тьма. Не знаешь, что ложка из телефузика просто подросла. This way, and now I'm gonna Дядь, куда ты упал-то? А я смотрю, геймплей-то вообще, короче, не поменялся. Вот вся та же самая петрушка. Мы бегаем с фонариком. This isn't witch. Так, где тут? Так, вот здесь вставляем. Угу. Ну, что-то все то же самое, да. Но здесь хотя бы понятно, что он спит. Так, о, есть ракетница, отлично. Но ракетница это прям too much сейчас. То есть здесь он спит. Just like Сейчас. Так, ну видимо тут надо ракетницу завязать. Красиво их порвало, конечно. Дальше что? Он во сне, ему снится что-то. Опять есть некая тьма. И некое озеро, вот это колу. Да ну нафиг, я просто от вас убегу сейчас, да и все. Или нет, без шансов, надо стреляться, наверное. А второй, видимо, вниз сам нырнул под мост и все. Так. I can keep this up forever. Я понял, иногда лучше... А тут нету, кстати, кофе. Нет, иногда лучше бежать, чем говорить. Я понял. Он здесь очень быстро устает. Он просто часик хотя бы бежать мог. Ползет.
Отлично, он достиг маяка. Супер. Прелесть. Шикарный вид камеры. Мгм. Baby, just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. Welcome to Bright Falls. Добро пожаловать в Bright Falls. Так, ну вроде миленько так-то. Второй просто сказал, да ну нахер, и сам спрыгнул. Let's act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman there. I want a shot of you with the town in the background. Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy, moments before he got eaten by a bear. Damn yuppies. Короче, что получилось? А, вот, надо с этим мужиком встать, да? Вот с этим мужиком, да, надо встать? Вот выходится. Let's see who has the last laugh, city boy. Okay. Good day to you too. Alan, before he missed the shot. А с каким стариком-то как бы? Он с тем, что ли? Давай. Hi. Hello there. You picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? День Did you оленя. hear that, honey? Какой замечательный праздник. You have a lovely wife, if you don't mind me saying. I'm Pat Maine, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Alan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I could get an interview? Look, Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. Угу. Very nice. I got a couple of really good ones. And I see you made a friend. That's cute. Right. Дробовички и кровь. Ну, день Yeah. оленя же. Bestseller? How's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah. We just got here. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great, great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Okay. I'm just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry. You know he's going to be calling you every 5 minutes. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. Так, ну Alan, ладно. we're here. Come on, let's get back to the car. Так, нет тут кофе, да, никакого? А то кофе это, по сути, как, не знаю, как в GTA-шке какие-нибудь. Come on, Slowpoke. You get the full service here. О, We've made all the Slowpoke. arrangements. I drive the car. I'll even carry the bag. А, какая прелесть. We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes. Sure. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on.
I'll promise to behave. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God! I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Oh, of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. I've got all your books. I got the cutout from the bookstore when they took it out of the window. And you keep it here. Well, okay. Good for you. Случайная остановка. This sudden stop. Right. Try So the much for coffee. quiet vacation. Just don't blame me when you fall in love, because it'll break your heart when you have to leave. Rusty here is no longer human. Nothing but black coffee under a thin layer of skin. Yeah, that makes two of us. Знаешь, очень похоже на кофейню, которая была в Twin Peaks. Are you staying long, Mr. Wake? I can't То есть вот believe такая it. же, I'm having a conversation with примерно Alan такая же Wake. атмосфера. И да. Слупок, ну да. Are Это you on your факт. own, or is your wife with you? I can show you the Господи, town if you сколько много want. вопросов, I get а? off work at 6. Милый городок, мне нравится, Thanks, да. Rose. Так, Do me a We'll be sure- favor, Sonny. I could really use a tune right now. Coconut, number 6 in the jukebox. I'd do it myself, but both of my legs have gone to sleep. Bad circulation. Yeah. Are you serious? Coconut again? You disgust me. Call yourself a rocker. хотя бы здесь Unbelievable. больше It персонажей. does that. Get stuck. Yeah. You need to give it a good solid whack. Now that's what I'm talking about. Yes. Вот. This is it. И еще I've что? gone to hell. Они дадут мне поговорить или нет? Всё. Короче, то есть мы понимаем всю историю, что Алан Вейк с женой поехал в отпуск вот на этот Брайтфилдс, да, отдыхать. Во сне ему приснилось вот эта всякая жесткая хрень. Смотрел фильм «Сияние». Смотрел. Так. Don't go in there, young man. You can hurt yourself in the dark. Да блин, капец. Это же Твин Пикс, только это женщина не с кофейником, а там женщина с бревном. Ну, с фонарем, в смысле. Это что за отсылка к Твин Пиксу просто, ребята? Алло, вы чё? Женщина с фонарем, а там женщина с бревном. Совы не те, кем кажется, помним об этом. Ой, зачем я иду в женский? А зачем я вообще в туалет пошел? Hello? Mr. Stuckey? Hello, is it me you looking for? Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. Какая прелесть. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks. По внешнему виду какая-то вдова. Вся в черном, видимо, только с похорон. Cauldron Lake is a special place. Very inspiring. Ну, как бы вот уже нужно было бы почувствовать, что немножко тут, ну, какая-то хрень происходит, да? В темноте барышня какая-то. Чё в таких местах, где поломан свет, и будет жопа? Да. Но опять же, где нет света, там тьма. Ну и вот эта барышня говорит, что в темноте очень опасно. Тоже не просто так. Even that sounds better than your singing. Are you alright? Splendid! Damn hernia. It swells up like a balloon if I lift anything heavier than a spoon. Yeah, splendid.
The Andersons. They're, local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. Отлично. На озере Колдрон еще есть какая-то клиника. Блин, чувак, тебя до сих пор все нормально, тебя не напрягает? Какая-то вдова отдает ключ. Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. О, они нам пригодятся. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! Ну что ж, и вот уже с этого начинается какая-то хрень. Они явно туда не должны были ехать, судя по всему. Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can talk about this later. Bad man here on PBFF. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years, not since my last book. And now the weather. It's gonna be a clear night, so you folks in the big city might want to look up every once in a while, see those stars winking down at you. It gets pretty dark out here, but they'll light your way. Нечто похоже на место, где он был во сне. Только здесь дом вместо маяка. Ну, это такой себе как-то пока, да. То есть его... О, кстати, Дайверс Айсел. Мы вот в American Nightmare видели эту вывеску. Don't worry, honey. I'll get you inside safe and sound before it gets dark. And I've got the flashlight. I know. I'm okay. Alice had a phobia. The fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. Как бы кроме всего этого, у его жены фобия темноты. То есть здесь как-то все выстроено на том, что тьма — это фу-фу-фу. Отсутствие света, еще вороны летают, отлично, все прекрасно. Помнишь, как в Сиянии пробуждался отель, пока там находился ребенок и сводил с ума отца семейства? Что-то подобное будет и в Silent Hill, куда бы ты ни пошел, в любое здание, любое место, она будет пробуждаться медленно, но верно становясь ужаснее и страшнее. Да, момент в Сиянии помню. В Silent Hill, ну, опять же, понимаешь, у меня воспоминания Silent Hill Origins и Silent Hill Shattered Memories. На PSP-шке, который проходил, и Bird Lake Cabin, окей. И... Слушай, а вот этот дом... Помнишь самое начало в American Nightmare, когда были в лесу? Он был здесь, у озера, потому что там был вот этот дом, наполовину ушедший в озеро. Вот это прикол, вот это отсылки. Клево это понимать на самом деле. Вот, в общем-то, в играх на... а может топор с собой взять, нет? Жаль. Ну и на PSP-шке такого не было. Потому что там просто бегаешь. Тут закрыто, там открыто. An old generator had been connected to the power cable. Минутка ДБД, да? Вот. Ну, как бы перемещаешься между зеркалами, и на этом все. Ну, вообще красиво. Красиво. Да, я помню, ты рассказывал, что там американские версии в основном. Да. Ну, кстати, сделано то, что сделано. Все правильно. Что сделано, то сделано. Согласен, красиво. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here. Так, слушай, Серег, то есть получается Silent Hill 1, 2, Homecoming еще и... нет, 1, 2, 3 и Homecoming это все японские версии? Или Homecoming это тоже американская? Так, когда на экране появляется точка фокуса, вы можете с ее помощью фокусировать обзор на интересных событиях посредством нажатия и удерживания кнопки F. Alice had told me about Cauldron Lake Lodge. The old building used to be a hotel, but these days it was no longer open to the public.
Интересно, куда же они должны были попасть с самого начала? Радио. Ладно, ломимся в дом. Опять, кстати, опять эта лошадка, она была. Первая, вторая, третья The Room японский, все остальные западная ересь. То есть Homecoming это западная ересь, получается. The old door had played a trick on me. Alice wouldn't have come out in the dark. Famous artist, no less. We'll see if we can rope him into an interview later on. Now let's go to the phones. Caller, you're on KBF-FM. Hi, Pat. It's Rose. Why, hello, Rose. What's on your mind? I know who that famous artist was. It was Alan Wake, wasn't it? He's my favorite writer. Бедняга, его спалили. I saw him at the diner. Oh, I am so excited he's here. I'm sure he's glad to be here, too. Well, folks, I guess the secret's out. This is Pat Maine on KBF-FM. Now some music. Great. So much for keeping a low profile. Ну, так, ну а мужик-то ведь реально не рассказал о том, что было именно с нами. А официантка все растрепала. Так, что у нас здесь еще есть? Пирс. The water was black. I couldn't help but imagine all sorts of horrors lurking in the depths below. А я знаю, что в глубине его поджидает Ктулху. Как раз после этой игрушки начнем проходить колу в Ктулху. Ну, будем считать, одно из другого будет вытекать. Теперь советую пройти третью и вторую ремейк от Bloober Team. Они сюжетно никак не связаны, просто происходят в одном городе. Окей. Ну, ты же понимаешь, что как бы если проходить играть, то, ну, я такой человек, что надо... Я, наверное, только свитки не готов с первой проходить, ну, вот прям совсем. И даже до Gearfall тоже не готов играть. Так. Как вы считаете, висячие джинсы на перилах это и есть сюрприз? Так, а что у нас здесь? Surprise! Alice? What is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past... Damn it, Alice, you... Everyone keeps... Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Опа. Alan? Alan? Don't, just don't. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Когда исчез... Да, блин. I needed some time alone to think things through. Damn it. Alice? Alice? Alice! The cabin had gone dark. All the lights were out. Короче, во-первых, когда... Alice, I'm coming! It's all right, I'm coming! What the hell? Когда выключился свет, появился какой-то, ну, силуэт, это было видно, да? Во-вторых, для нее как будто время остановилось. Alice? Alice? Oh no! Keep going. Wake up. Alice? Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there,
All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Так. Вот мне кажется, тут теперь надо вместе что-то подумать, повтыкать, что вообще произошло. Если решишься на первую, то вперед. Третья часть как раз прямое приложение первой. Ну, посмотрим. Не буду обещать, что потом, если что, обещаю не выполнить. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Во-первых, он ехал один за рулем с вещами куда? Либо он нырнул в воду, и когда он нырнул в воду, что-то произошло. То есть главный вопрос, мы сейчас где? They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Мы сейчас либо во сне, либо, ну, то есть, это реальность или это нереальность? Вот что самое главное. Это явно, ну, нереальность. Вряд ли бы он успел так телепортироваться, значит, это что-то другое. Серег, ну объективно мне эта игра нравится больше, чем на American Nightmare. Ну, вот, по крайней мере, поначалу. Тут даже что-то... Есть даже что-то... Ну, понятно, это нифига не реальность, это опять какой-то сон или... Hello? Someone there? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Вы нашли страницы рукописи, можете посмотреть их, нажав кнопку F5. Эх. Departure by Alan Wake. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us, but the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. He grinned madly. The shadows were alive, distorting his features. It was a scene from a nightmare, but I was awake. Ну, кстати, интересно, что Alan Wake, если убрать, ну, как бы A, да, как Alan Wake, Awake, пробуждение. Прикольно, прикольно. Опять ищем. Короче, то, что написано, то, что он читает, то и происходит. Знакомая какая-то история. Было уже где-то это использовано. Вот этот чувак. Какой-то фильм был про корабль, который нашли в водах, по-моему, пустой. Как раз там и была такая история. То есть они читали, что происходило, на какие-то, ну, находили какие-то записки, и это начинало происходить и с ними в том числе. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Так. Может ли там где-нибудь быть кофейный аппаратик? А нет. Так. Anybody there? Please, I've been in an accident. Лабиринт. Лабиринт из Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, I need
to... Premium cabins for rent in... Oh, hell. Coral Stucky. Pleased to meet you. Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. Тот мужик, который должен был нам ключи изначально отдать, да? А, стоп. Секундочку. The taken stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain tumor and eye disease. It was bleeding shadows like ink underwater, like a cloud of blood from a shark bite. I was terrified. I squeezed the flashlight like my life depended on it, willing it to stop coming any closer. Suddenly something gave, and the light seemed to shine brighter. Так. А в смысле? У меня нет фонарика. А, ну все понятно. Нам просто нужно к дому побежать. I had to figure a way out of this. Any second now, and Stucky would be knocking on the door with his axe. Но он даже like отсылку Nicholson сам in The говорит. Shining. Вот вам и сияние. А вот вам пистолет и фонарик. Отлично. Переключать оружие и метательные предметы кнопкой 1. Так, у нас БТ. О, реклама энерджайзеров, отлично. During your trying walking, it's the latest thing in А, вот, использую телефон. proven health Yes. let you Bright Falls Sheriff Station. How may I... Hello? Hello? keep those Ой, ах. cholesterol levels. This is bad. Ну, наверное, надо свалить, да? Куда-то прям в панике. А то сейчас... Это мы удачно успели выпрыгнуть. Снова непонятно, что происходит. Попал в какой-то кошмар. О, их теперь много. My head pounded with a concussion. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone. Or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. Да будет свет, пожалуйста. Или нет. Так, тут была стрелочка. Еще одна стрелочка. Еще одна стрелочка. Ага, подсказки. Так, хорошо. Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. Взять ракетницу. Угу. Добраться до бензоколонки. The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. It's rabbit season. Пофигу, куда стрелять, кстати. В тело, в ноги, в голову. Все равно 3 раза нужно попадать.
Здесь тоже есть рукописи. Rose knew she had been gushing, but right now she didn't care. As far as she was concerned, her brief meeting with Alan Wake was literally the high point of her life. She watched as he got in the car with his wife. She was pretty, confident, at ease with Wake. Not like Rose. They were perfect for each other. She'd have given anything to be called their friend. Под оголенные провода лучше не лезть, точно. Опа, это что такое? Флэшбэки из реальности? What the hell was that? Я просто пытаюсь понять, что реально When I происходит. saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Он писатель, поехал в отпуск, попал в какой-то город, где его встретила специальная барышня, которая дала ему ключ от своего поместья на озере Каудрон, для того, чтобы он не попал туда, куда он должен был попасть. Зная, что его жена, естественно, боится темноты. Темнота, они упали, и что-то начало происходить. Короче, какая-то мистика, прям вагон-тележка. Причем чего, как, зачем и почему, вопрос пока еще остается открытым. Мы ищем рукописи, которые он не писал. Barry Wheeler was bouncing off the walls. He jumped on a plane after his calls were ignored by both Al and Alice for several days. It could mean that they were both on a second honeymoon, but Barry didn't buy it. Al had been way too unstable for that, not sleeping, messed up. Barry had used... К ним полетел их товарищ Барри. Stucky was still out there, in the dark, stalking me. Так, нам нужно вон туда, где свет. Опять, блин, где свет. Там был маяк, здесь не маяк, но что-то другое. Надо бежать на него, на фонарь. Ага. Он что, сейчас топор кинул, что ли? Так, он может залезть, что? Он может залезть вообще? Да. О, он может залезать. Так. Достигнута контрольная точка. Так. Желтые стрелочки говорят о том, что где-то здесь есть ящик. Вот наверх. Ну, здесь можно хотя бы лазать, это уже неплохо. They're taken. Одержимые, они одержимые тьмой, ну это понятно. Угу. Взять батарейки. Ну не лишним. Джеймс Ван снимает фильм по ДБД. Сроки какие-нибудь есть, Серег? Вообще, как, ну, когда он будет?
Ну и вообще интересно, в каком ключе они, конечно же, этот фильм сделают. Так, сюда нам нельзя. Бежим дальше. Обратно. Хрен его знает. Ну, это самый лучший срок. Он самый понятный. The staircase was broken. I had to make my way up some other way. Ну, конечно, если бы все было бы так просто, то было бы все так просто. Так. Батарейки. Патроны. Интересно, батареек вообще можно безлимитное количество брать? There was no power. There was bound to be a generator somewhere at the logging site. Вон генератор, по-моему. Прям опасно вот под эту штуку проходить. Работа с генераторами здесь... Слушай, они реально швыряют с топорами. Ой-ой-ой. Так, тихо, мужчина, что это началось? Срочно перезаряжаемся. Так, а что здесь со здоровьем? Что с ХП? Регенится само. Чуть-чуть. А на свету мы сможем отхиляться. Кстати, там еще где-то патроны, по-моему, валялись. Рукопись. I heard them before I saw them, swooping down from the sky and screeching as they came. I spun around just as the cloud was upon me. For an instant, I stared into 100 dead eyes, black pearls glittering in the darkness. I raised the flashlight and the swarm exploded like fireworks. Feathers burned, turned into ash. I couldn't hear my scream above theirs. Во. Бэйби. Мало очень, конечно, патронов в дробовике, ну ладно. Свет, все заработало. О, кофе. Отлично. Серег, как тебе эта часть? По крайней мере, поначалу. Почти час прошел от игры. Ну, на мой взгляд, это поинтереснее, чем Alan Wake American's Nightmare. Все-таки выглядит поинтереснее. Выглядит интереснее, но ничего не понятно, как и там. Да. Пока... Ну, нет, ты знаешь, здесь хотя бы понятно, что определенный зачин истории. То есть писатель Алан Уэйк. Понятно. У него есть жена, и они поехали в отпуск. Приехали они в этот городок. Да. Должны были заселиться в одно место, но какие-то темные силы заставили нужного человека, я извиняюсь, обосраться. И пока он там сидел и залипал, предоставить ему другой ключ. Чтобы они попали абсолютно в другое место. А вот дальше прикол с этой речкой Каулдрон, уже с этим озером и с домом, вот это уже не совсем понятно. То, что ему сон приснился один, понятно. Где он сейчас, непонятно. Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. The weather is absolutely still. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. As you listeners know,
I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. Makes an old man like me wish I could just roam wild. But here I am, and who'd keep you company all night long if I weren't? It looks like I'm not the only one staying up late. Caller, you're on the air. Hey, Pat, it's Maurice Horton. Hello, Maurice. What are you up to? Well, I was just taking Toby on his walkies. Oh, isn't it beautiful out there? Sure, but Pat, the reason I called is that Toby heard something rustling in the undergrowth and took off after it, and I couldn't find it. Probably a rabbit. Sure. Toby loves rabbits. Well, sure. Anyway, I figured that, if anyone runs into Toby, they could grab him. My number's on his collar. And Toby's a friendly dog? Toby loves people. Usually he comes back, but we were pretty far from home, and it sounds like he went pretty wild there. Great dog, but he's just too tough for his own good. Well, Maurice, it's out there now. Hope Toby comes home soon. Yeah, thanks, Pat. You have a good night now. Короче, общение по радио здесь такой своеобразная отсылка к какому-то, не знаю, каким-то реальностям, к нормальному миру. Так. Здесь что-то желтенькое. Так, стрелочки. Ага, вот еще один ящик с плюшками. Ну, ракетница помним по прошлой части. Это замечательный девайс. И, кстати, на карте здесь теперь очень много чего не отображается. В American Nightmare все-таки что-то показывалось. Интересно, как ты будешь рассуждать о Silent Hill и что будешь додумывать. Я-то знаю все, что там есть. Просто интересно, насколько будешь близок к истине. Слушай, во-первых, ты что-то уже рассказывал. Во-вторых, я тоже что-то, чуть-чуть знаю. Поэтому это не будет прямо как первое впечатление. Хотя, кто знает. At first I kept finding the pages as if by accident. The book I couldn't remember was either a terrible and true prophecy or an act of creation that had rewritten the world. I began to hunt the pages feverishly, for they held the answer to the mystery. With it, I could save myself. With it, I could save Alice. Вот смотри, здесь что написано. То есть книга, которую я не мог вспомнить, он говорит, что он ее не писал, была то ли ужасным и правдивым пророчеством, то ли актом творения, который заново переписал мир. А в American Nightmare то же самое. Говорится, что вроде бы он с помощью книг как бы переписывал реальность, погружал. И здесь то же самое про это говорится. Кстати, есть ремейк, по-моему, этой части. The gas station was closer now. Its light welcoming in the darkness. О, кофе. Отлично. По-моему, оригинально тоже неплохо играется. А мы продолжаем еще бежать. Так. Вот прям тут надо... Ой-ой-ой, надо очень быстро заводить. Ах ты ж тварь. Он здесь сильно дольше. Все, на свете вылечились. Но он здесь реально очень сильно дольше работает фонарь. Хотя, как здесь. Первая часть. То есть они, получается, в той немножко допилили этот момент с батарейками, со скоростью восстановления. И со скоростью вышибания тьмы, скажем так, из людей. Давайте так. Ага. У нас есть спиногрыз. Прям очень долго. Так, а что если мы вернемся на свет? Вот, и к свету-то он не лезет. Когда мы стоим в луче света, он к нам не подходит, да? Ага, вон он стоит. Из плюсов без разницы, с какого расстояния оружие также убивает одинаково. Safe Heaven. А что если мы просто по тапкам не получится, да, ударить?
Да я вижу, блин, у меня тут страница рукописи. Реально из них убивать стало очень дольше. I stepped into the gas station's garage. It was dark and quiet. The place was a mess. It looked like someone trashed the place or that there'd been some kind of fight. Light spilled into the room through an open door at the back, and I made my way toward it. Without any warning, I was blinded by a bright light. An old portable TV on the shelf had come alive by itself. Impossibly, I could see myself on the screen, talking like a madman. Mm-hmm. Спасательные небеса, или как он, господи. Короче, свет. Прекрасный ящичек. Короче, батареек всего 20 может быть в комплекте, можно не мелочиться на них. Так. Так, и куда? Ага. Так, вот, отлично, есть ящик. Снова ракетница. Это неплохо. Здесь все-таки хотя бы какой-то есть зачин сюжета. Там-то вообще нифига не понятно. Хотя, если оно является продолжением этой части прямой, то... Ага. Может быть, станет понятнее, когда эту игру будем проходить. Ну, да пройдем. Здесь можно было бы еще прокачивать силу фонарика, но это было бы, наверное, не совсем уместно. Все же. Так, ну мы хотели попасть на лесопилку, мы на нее попали. The cabin on Cauldron Lake? She asked. The sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. I would probably never have gotten out of the woods alive without her help. But I couldn't tell her the truth of what I'd faced the previous night. She'd think I was lying or crazy. She'd lock me up, and she wouldn't help me find Alice. Одна из задач — надо спасти его жену Элис. О, батарейки для дробовика. Батарейки для дробовика, патроны для дробовика и батарейки. Так, дверь открыли. А вот телек что-то должен нам показать. Science. It bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. Newton, Einstein, Sagan, princes among men. But the price for such a legacy is steep indeed. In Night Springs. Tonight's episode, a quantum suicide. If our lives are already written, it would take a courageous man to change the script. Having called a press conference, Dr. Barclay Colvin is about to demonstrate that very courage. Ladies and gentlemen of the press, I am Dr. Barclay Colvin, and I'm glad so many of you could join me here at the Moorcock Institute. Tonight, I'm going to give a practical demonstration of the many worlds interpretation. As you can see, this is a loaded 9mm pistol. It shall be part of a thought experiment. And now, a real experiment, known as a quantum suicide. Did he say suicide? Is that a real gun? He's kidding, right? Please, please, stay calm. There is no risk. Observe what occurs when I place the weapon against my own forehead. Now, you might think this round is merely a dud. Not so. Observe the flower pot. And yet,
I myself cannot be harmed with this gun. With each pull of the trigger, 2 new realities branch off. One in which the weapon didn't fire, and one where it did. With my machine here, I have ensured that this reality is always the former. I have bestowed upon myself quantum immortality. Under no circumstances can this gun kill me. So wait. What you're saying is that every time you pull the trigger, in another reality, you die? Yes, of course, but that's completely trivial. There's an infinite number of things that could happen at any moment, and they always do happen somewhere. The point is, this one thing did not happen here. You're insane, Colvin. Insane? Insane? Hey, was this thing supposed to be plugged in? I stumbled on it. You fools! Gaze upon quantum immortality. Poor Dr. Colvin, felled by his own hubris or the ignorance of the masses. Perhaps he should have left the crate unopened, the decaying atom unobserved. Curiosity often kills the cat. Night Springs. Вот замечательное шоу Night Springs, в котором главный герой Алан Вейк примет участие только в следующей части уже игры. Прикольно. Прикольно. Так, а нафига нужно было выключать его? Это, по-моему, была ошибка. Сейчас будут бежать, значит, эти. Где он? Я прям не хочу под этими бревнами проходить. Так. Ворона. Ага. Ой-ой-ой-ой. Так. Ох, ты ж меня замочили. Прикольно. Ладно, первый отлет. Пробуем еще раз. Слушайте, а что если эту штуку можно будет отстрелить? Но его прям очень долго, кстати, надо на него наводить. Это какой-то прям босс. Прям целый мини-босс. Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come. Assuming I'd reach the lights at the gas station alive.
Так, ладно, мы замочили какого-то чувака. Почему-то он был просто сильным. Ну, кто это, мы, понятно, знаем, но почему-то он был очень суперсильным. О, кофеечек. Хоть бы писали, какой-то из скольки термос, а то даже, не знаю, даже расстраивает. And open. Достигнута контрольная точка. Хорошо. О, мы I почти на recognized the месте. parade float I had seen in Ей. Bright Falls when I first arrived with Alice. Это прекрасно, мы практически на месте. After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the sane world reasserted itself. Мне кажется, игра просто очень жесткая для тех, кто реально боится темноты. Так. О, отсутствие страницы. Какие-то страницы еще Stucky не spat on the найдены. garage floor and tried to shake the cobwebs from his head. Ever since the couple never showed to pick up the keys, things had been fuzzy. Something, a feeling caught his attention. Stucky looked up and stared as his brain tried in vain to process the horror before him. He stumbled back, knocking over a can of oil. A black pool spread across the floor while he struggled for a brief moment, then let go as the unrelenting darkness engulfed him. Все про какую-то темноту речь, про какую-то темноту. Про какую тьму? Внутреннюю тьму. The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. Но, блин, он же не в реальности находится. Это все нереально. Кстати, есть еще один момент. Есть 3 страницы, которые помечены каким-то знаком. Может быть... А, ну вот все верно, ищите эту страницу на кошмарном уровне сложности. Все понятно. Просто нужно было бы найти... I had to get на другом inside the уровне. gas station to find a phone to call for help. Так. Ну что, видимо, надо через гараж заходить сюда. Там кто-то храпит или там медведь какой-то в виде охранника? По звуку не могу понять до конца. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. I'll write. I'll keep writing. Outside, there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her. I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? То есть, если... А, ну тут вообще начинает мозг с ума сходить. То есть, либо то, что он сейчас увидел, это реально пережиток настоящего, реальности, в которой он сидел, получается. Нырнул за своей женой, вынырнул что, без нее. Почесал голову, решил такой, блин, везде кругом одна тьма, и сел печатать книгу, листы которой мы сейчас находим. Это первый вариант. Второй вариант. А чё это? Ну, у меня других вариантов нет на самом деле. То, что он хотел сделать, или то, что он делал по факту. Но ведь сейчас то, что он здесь находится, это не... Ну, это не реальность. Параллельная реальность, блин. Так, 68-й ежегодный день оленя с 15 по 18 сентября. Игры и развлечения, лотереи, соревнования рыбаков, конкурс пирогов и неожиданное состязание. Живая музыка для детей, кривозубый Чарли днем и невиданная мистическая фантасмагория Монтгомери вечером. Не пропустите легендарный парад на день оленя.
Угу. Ну, бедненький магазинчик так-то он. Bright Falls Sheriff Station. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. You are... I'm Alan Wake, but listen. I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake. Not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. А Стаки он случайно на лесопилке убил. Как небольшого босса. Пада-пада-пам. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night. Интрига. Just to sprinkle stardust and to whisper. О, конец Go to sleep. Первого Everything эпизода. is alright. I close my eyes. Ну, я думаю, мы еще один эпизод точно пройдем сейчас. Музыка дополняет что прошлую игру, что это. Previously on Alan Wake. I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. Эпизод 2. Одержимые. У меня появилась теория. Сейчас дождемся окончания кат-сцены, и я ее озвучу. Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Несколько лет назад. Короче, теория в чем? Что если они приехали в этот дом, но, предположим, он был, и все сильно символично. То есть он с ней что-то сделал сам, а ни в какую тьму он не нырял, а просто сел печатать какую-то книгу. Ну, потому что тут понятно, что у него прям беда с этим. И сел просто писать какую-то книгу. Но для него это выглядело, как будто бы он погрузился в эту тьму процесса написания. Понимаю, что может звучать дико странно, но... А вдруг? Так, а это его домик. Hey, handsome. This is gonna be a long night, but these shots are turning out great. I guess you're gonna need that coffee then. I'll go put it on. О, Нью-Йорк, его квартирка, вот он печатает. Здесь даже... А вот, кстати, про Алекса Кейси говорили.
Возвращение к ужасу. What I can't forget, что я не могу забыть. The things that I want, вещи, которые я хочу. И The fall of Casey. Падение Кейси. Ну вот как раз 5 книг, про которые он говорил. It's true what they say about the fall and the sudden stop at the end. I'd lain here in the snow while the lurid chain of scenes that had led me here kept playing in my head. A rerun of my own private snuff movie. A memory of my corpse. Alone at my own wake. Thinking in metaphors again. The femme fatale was gone. Only a sour taste remained of the kiss that killed me. This was a late goodbye. 13 years after I'd gotten my revenge, it had finally caught up with me. It had been a long time to bear the pain. My blood painted the snow red. A gruesome slushy dissolved all the scattered painkillers and leisurely dripped down to the sewer, mingling with the bile of the city, becoming one with it. I can see them now. My wife and my baby. Honey, I'm home. Так, ну это, видимо, вот это его. The Sudden Stop. А, это мы смотрели. Это как раз новая его книга, которую он вскоре напишет. Здесь сейчас события происходят за 3 года, если я правильно прочитал, до того, ну, до первого эпизода. Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. А чё они пить собираются? Тут ни кофе, ни воды, у него вообще ничего нет. Пустой кофейник. Ну, судя по всему, они недавно либо переехали, либо недавно совершали какие-то покупки. Потому что вот висит телек, здесь он, видимо, будет висеть. Стоял телек, точнее. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Alan? Alan, please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry! Mm-hmm. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. Ну, в следующей части у них гораздо интереснее кат-сцены сделаны. Более живо, что ли. Ну, хотя ладно, какой это год. Bright Falls настоящая. Итак. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then.
Sarah, Sheriff Breaker is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. Мы находимся в полицейском участке. Судя по всему, мужик этот приехал прямо с рыбалки. Почему? Потому что есть удочка и I'm sorry you had рыба. to cut your morning fishing short for this, Doc. Oh, she's a beauty, ain't she? Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Now, she's a largemouth bass, which is what you're after if you prefer a lure. Now, if you want either trout or salmon, on the other hand, then it's fly fishing for you. You a fishing man, Mr. Wake? Oh, doesn't really matter, I suppose. But it can be very relaxing out there. You can't get me off the water this time of year. Closest thing to heaven. I'll take your word for it, Doc. Так, ну ладно. Все, кто увлекается рыбалкой, сейчас получили интересный лайфхак. Так, больше здесь ничего нет. Ладно, можем выходить тогда. Опять эта женщина с фонарем. Thank you for testing the lights, Miss Weaver. Everything seems to be fine. I don't have the luxury of being complacent, Deputy Grant. The bulbs will need changing soon. You can't change them in the dark. I'll be sure to take care of it, Miss Weaver. Have a nice day now. Very good. I'll come back later on to remind you, just in case. Ну, она реально похожа на женщину Mr. с Wake, бревном the из sheriff is waiting for you in her Twin office down the Peaks. corridor. That was Cynthia Weaver. I guess you can call her the town eccentric. She used to be the editor of the local newspaper, but she's focused on, other things these days. Разыскиваются Ричард Баух, Брюс Данский, Джейкоб Миллер. Не вернулись вовремя из туристического похода и не выходят на связь. Если вы их видели или вам известно их местонахождение, позвоните по номеру. Спасибо. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. А что творится-то? Слушайте, а если мы зайдем сюда, например? I need some fresh air. Can I go out? In the back, maybe? Of course, Mr. Wake. I understand. You can get there through the cells. Deputy Grant can show you the way. I'm sorry. All of this, it's just a lot to take in. Take your time, Mr. Wake. I understand. Mr. Wake, can I help you with anything? I need to get some air. The sheriff said I could go out back. I couldn't go anywhere yet. I had to play along with the caller. Alice's life was at stake. А вот мы на камеру. Hey, can you turn the lights on? The deputies, they don't understand. They won't listen to me. Всем нужно, чтобы было светло. I need it to be bright in here. In spite of its human mask, to describe the dark presence as intelligent would have implied human qualities on something decidedly inhuman. Nonetheless, it found the one spot in the diner that was dark enough. Some light spilled into the corridor, ravaging it. But it took the pain. Horrible as it was, the writer would soon fix that. He would be coming to the one place where it still had power. Так, что ж. Короче, все хотят, чтобы было светло.
can you turn the lights on? Thank you, man, thank you. Hey, you're alright. You're a good guy. Don't let anybody tell you different. You know, I shouldn't even be in here. The cops, they got it all wrong. See, sure, I beat him up, but I Такие wasn't drunk. разговоры, а. I mean, I wasn't drunk at the time. I only got drunk afterward. Okay, listen. You gotta listen carefully now. Here's the kicker. That wasn't Danny. No, sir. It only looked like him. You wanna know who it really was? I'll tell you who it really was. It was a goddamn space alien! I know it sounds like something a drunk would say, but believe me, I wasn't drunk then. Ну, как бы смех смехом, понятно, что он сейчас бухой, но суть в чем? Чел рассказывает о The том... early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Что он увидел своего друга, который вел себя странно. Двойник. Так, ладно, послушаем радио. Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off for a while. God knows I need my beauty sleep. Just one more item before I go. It's been a busy night for the sheriff's department. We've had a few broken windows, even a report of shots fired on Main Street. Deputies Mulligan and Thornton had to deal with two intoxicated young men who were celebrating the completion of their Deer Fest float. Now, folks, we get this every year. I know it's exciting that the big day's almost here, but let's save it for the party and leave the gunplay for the shooting competition, huh? There's no point in getting all worked up yet. The caller had told me to find a hole in the fence behind the police station. There was something for me in an abandoned car. Это Спарта. Так. The kidnapper fired his gun one last time, and the shadow vanished into the darkness it had come from. See? Nothing to it, Wake. The thought of Alice in his hands was revolting. We stood on the wooden platform of Lover's Peak, the waterfall on the mountain behind us, the lights of the radio mast blinking red in the heights above. I fought with the urge to take a swing, force myself to speak. Let's cut the act now. Where's my wife? Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. То есть, когда он вышел в лес изначально на машине, он ехал. Ну, то есть, получается, что реально он мог куда-то столкнуть сам здесь свою жену, потом сел писать, писал неделю, сел в машину, куда-то поехал, врезался, и это все происходит на самом деле. И пока он писал, прошла неделя. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. То есть воин света, потому что писатель. Settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their...
Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh! Hey! Oh, my! Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. Какого хрена Хартман говорит о доме у озера? What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I hid him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him! Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. She even has a fan site dedicated to you. And she was very helpful when I was looking for you. Так, да, пёсель тут немножко взбодрил. Скелет колумбийского мамонта. Это особь, возраст которой по оценкам составляет около 14 тысяч лет, была найдена в асфальтовых озерах Ла-Брея в 1981 году. В 1998 году он был подарен национальному парку Элдервуд, когда колумбийский мамонт стал государственным ископаемым штата Вашингтон. Его нарекли кривозубым Чарли, и с тех пор он является официальным талисманом парка. Вот значит, что за кривозубый Чарли должен был быть на детском празднике. Seriously, Al, what you were saying in the car? Just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice. Do and you everything's just... understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. All right, wait here. Угу. Так, поговорить с Расти. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. Собачка в капкан попала. Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail.
Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Угу. Странно будет туда идти, скорее всего, с Барри. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. Блин, почему был день, а ехать нужно обязательно ночью? А, потому что в полночь они сказали, господи, конечно. We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her! This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be Deliverance all over again. Что-то там чувак немножко приболел. Термосы с кофе. Зачем мы их собираем? Что они нам дают? Ну, просто как коллекционка. Так, это мы выключили свет? Нет. Пускай свет будет. Нужно, чтобы свет горел. Ага, все отлично. У нас есть. Кстати, патронов стало сильно меньше. Куда-то пропал дробовик. Куда-то пропали ракетницы. И стало меньше батареек. Так, а что здесь взять можно? А, взять страницу рукописи. Barry had never gotten along with Alice, but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice. And here was Al armed with a gun and saying things people got put in padded cells for. It was as if his friend had experienced a massive psychotic episode and was now totally disconnected from reality. It scared the shit out of Barry. Так, сладенько. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Опять какой-то свет. Что тут? Вороны меня решили напугать. Ну так себе. Такая попытка небольшого скримера, но не срослось. А вот есть свет. Можно включить, отлично. Ага, радиопередача. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deerfest plan like? My plan? You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. No plan, really. Just taking the atmosphere. I'm getting a little too rickety to do much more than that, you know. Oh, tell me about it. No sack race for us older gentlemen, huh? Yes, exactly, Pat. But I'm going to check out the parade, of course. And I'll be one of the pie contest judges, too. Well, that takes a different kind of constitution. Oh, yeah. It's my kind of exercise. Now, Doc, seriously, you're in pretty good shape, though. You're the outdoors type. I know for a fact you're an avid fisherman. That's right. Matter of fact, just caught a heck of a largemouth bass early this morning. But you're not taking part in the fishing contest? No, not this year. See, Pat, I'm just not that competitive anymore. Now I just like to take my time and enjoy the peace of it. It's no fun if I need to worry about what I'm catching, you know? Well, considering your track record, the participants are probably pretty happy you feel that way. Well, Pat, that's kind of you to say. Жизнь
Как будто бы здесь все течет своим чередом, все есть. Реально у меня такое просто вот совпадение с Твин Пиксом. Я очень сильно сейчас это, ну, и просто сравниваю. Если не на что смотреть. О. Я просто, блин, качнул качельку. Что произошло? Ну, сейчас все, света нет. Сейчас должны попереть эти твари, от которых мы сейчас будем отстреливаться. Ну, 100%. Ну, домик еще тоже печальный. Lovers Peak. Пик влюбленных. Ну ладно, хоть один пошел, а нет. Пошел бы с Барри, было бы странно. Вороны явно нужны здесь. Свет включить не получится. Телек. Ладно, смотрим. Night Springs. Crime and punishment. The cancer and cure of civilization. But some crimes are impossible to punish, especially in Night Springs. Tonight's episode, The Man in the Mirror. He's inside, Agent. He's a weird one. So, you're confessing to killing that guy, huh? Why? Had it coming? Yeah, but why would you do that? I mean, you're a nice guy. Normal. Took a kid to a soccer game. So how come at the game, you pick a guy and, quoting from the arresting officer's report here, assault the victim's head area repeatedly with the weapon of choice being a pair of bare fists? Wow, that sentence really flows, huh? Maybe you're not the literary type. Okay, so you mess him up. But why? Who was that guy? We couldn't ID him. Why would a guy like you do him like that? I didn't like his face? Well, you must have hated it, because you really went to town there. I mean, there's no way to tell what he looked like. No ID on him either. That must be difficult. But then we ran the fingerprints. Got a match. Your prints. Identical. Huh, how about that? Your son said you were wearing a white shirt when you took him to the game. But the white shirt is on the dead guy. It's plenty red now. You won't get away with this. Do you really think that's in any way relevant to me? I had plenty of time to talk to my boy before the cops arrived, you know? He won't stop screaming, am I right? You think he's ever gonna be okay? I left my mark. Believe me. You bastard. What? You gonna shoot me? What's the point? I'm going to prison. You got me. I don't understand any of this. And you never will. Don't worry. Maybe you'll see me again, Agent. Maybe in the mirror. Веселые страшилки на ночь. Лучше не достает до них, да, пока, может быть, не надо. Ну, вот как бы в одной из серий вот этих Night Springs и оказывается Alan Wake's American Nightmare. Так. Пешеходная тропа. Здесь у нас что? Страничка рукописи. The air in the visitor center was heavy with an awful smell, as if some rotten drowned thing had crawled up from its grave. Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. The attack had been vicious. Max whined in his cage. Rusty's eyes were wild with fear and terror. He gasped. "Mr. Wake, it happened just the way it was on that page."
Угу. Видимо, сейчас мы будем убивать Расти. Ну, только не собаку, это ж ну совсем же. Do not feed wildlife. Не кормите дикую жизнь. Rose knew that Rusty was in love with her, and she liked him too. She liked him a lot. He taught her to dance, and life had certainly taught her the value of a man who was gentle. He treated her well, made her smile, made her feel good. But Rusty wasn't the prince of her dreams, and that tended to underline the unbearable truth. She was no closer to that Hollywood magic than he was. Значит, у Роуз и Расти были как будто бы отношения. Зона падающих камней. The vision left me weak. This was no head injury. Rusty, hang on! I'm coming! Please, help me! Что-то я ничего не понимаю. Машина просто до сюда доехала. Так. Ага. Hello? Back here. I'm back here. Hey. Что вообще происходит? Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Shh. Good boy. Собакин, так. Ну, подлечить его, видимо, ничем нельзя, в принципе. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Так, включить свет. Не здесь, кстати. Нас уже... That was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Rusty! Судя по ощущениям, такого страничка. Ну, я все понимаю. At the last instant, I changed direction and threw myself down. The axe splintered the trunk of a tree. I stumbled into the pool of bright light. My lungs burned. I was too exhausted to move. I tensed as I waited for the killing blow, but it never came. I raised my head. Nothing moved in the darkness beyond. For the moment, bathed in the cold light, I was safe. Так, надо запомнить, что если потребуется, в последний момент надо будет бежать. The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. The gate to Lover's Peak was locked. I just need hunting licenses. Лихо, конечно. О, их сжигать надо. Вот это прикол.
Можно, конечно, просто навести. Не знаю, зачем, но уверен, что это правильно. Чтобы из них, ну, вдруг из них кто-нибудь появится, еще вылезет. Зачем это нужно? Ага. Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. И собачки. И собачки нет. А мы сейчас будем с Расти, видимо, сражаться, да? Fishing is only permitted for those visitors who purchase a park license to obey at all times. Rusty, no! Never! Two bears and wolves never approach any other wildlife closer than 25 yards. Pets must be leashed at all times. Never leave your pet unattended. Он шустренький. It is against the law to remove any natural objects or historical artifacts from the park. This includes even... Что если он просто пришел? Что если он просто сюда пришел, и у них произошла стычка на самом деле с этим рейнджером, и он его просто убил? Короче, слишком много вопросов и так мало ответов на самом деле. Ну, потому что реально непонятно. Просто непонятно. Ну, то есть творится какая-то хрень. Надо добраться до Ловерспик, окей. Так, свет. What the hell was that? I saw from the window. I saw something. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Так, свет. Рукопись. In that last instant of consciousness, Rusty thought about Rose. He was older than she was. Rose was barely out of her teens, but she made him feel young and forget what a train wreck his long-dead marriage had been. He still wore the ring. He'd been waiting for her to tell him to take it off. Now she never would. Ну да, выглядит так, как будто мы постарались еще к тому же. Но это не то. Хотя, ну как, да, мы постарались. Что за тьма? Почему она их атаковала? Почему нужно было прибить их именно? Почему они хотели убить Алана Уэйка? За что? Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Так, нам нужно сюда, потому что здесь будет какая-то плюшечка. Может быть, ракетница, кстати. Ракетница очень хорошо поможет. Надеюсь. Так.
О, дробовичок. Вообще накаляет то, что между эпизодами не сохраняются... Да ничего не сохраняется, в общем. То есть есть 2 выстрела дробовика, видимо, если их использовать, то все. Больше ничего нет. Ну а теперь пошлите на пик влюбленных. Сейчас по-любому телефон зазвонит. А, еще и лампочка сломалась, чтобы света не было. Ох ты ж как. Ну-ка, давайте-ка проверим дробовичок в действии. А? Ну, такую себе. С 2 выстрелов только убил. Револьвер ушатывает с 3. Как бы смысл. Так, телефон. Нельзя с ним говорить. Ладно. Lover speak. Ну да, да. А что будет, если чуть-чуть отойти? Ну, это... Стоп. Здесь что-то было же, по-моему, нет? Нет, показалось. Так, машинка. Ой, не нравятся мне вот такие штуки. Ну, давайте, собрались. Хотя тут свет, в общем-то, чего? Чего бояться? Мы можем выскочить на свет, и тут пофигу, что будет. Так, патрон для дробовика. Кафе сувенир. Нам нужен пик влюблен. Это какой-то очень сильный какой-то дядька. Угу. Так, пойду-ка я назад под свет. Мелочь, ну так быстрее будет. Не то, чтобы сейчас был мини-босс, но назовем его сложный моб, который очень долго под светом фонаря восстанавливает. Ну, очень долго с него тьму было выбить. Прям очень долго. О, ребята. Да? Любитель метать топоры. Дали сейчас достижение за зрелищное уклонение.
зрелищно уклонился от атаки. Опять сзади кто-нибудь там. Вот чуть-чуть бы пораньше, да? Да-да-да, сзади есть. ХП восстанавливается нормально, сейчас тем более свет будет, назад нужно не бежать. Угу. Тот же самый подход. Топор. И все. Так, страничка рукописи. I turned the corner, afraid of what the flashlight's beam might reveal. Suddenly, a roughly painted symbol of a torch glowed in the light. Behind it, hidden by a rock, sat a battered metal trunk. It was here for a reason. Packed with supplies, batteries, flares, ammo. Things you need to make it through the darkness of the night. Something left behind by someone who knew what I knew, and more. Так. Ну, либо это то, что я уже взял, либо здесь где-то что-то есть. Да, какой-то... О, опасность мишки. Здесь может быть мишка. Мишка, Мишка, где твоя улыбка? Пока бегает беспалевный только чувак, такой как ниндзя. Как ниндзя в дымке. Полная заторка и огня. Так, вот это какой-то... Блин, это не есть, хорошо. Да. Да что это такое-то? Ну, второй раз отлетел. Чё это? Надо мелкашек сначала вышибать. Так, предположим, мы его убили. Блин, вот этот напрягает. Да ну какого хрена-то? Так, метатели топоров напрягают. Ладно, меняем тактику. Все-таки сначала нужно большого убивать, надо оттаскивать его на себя. Сейчас дробаш. Это пускай бежит. Надо вот от метателей топоров отходить. Ох. Так. А, все, что ли? Все, отлично. Да вот почему, когда я нажимаю на shift, ты не уворачиваешься? Отлично, еще патроны закончились. Еще раз патроны закончились. Хорошо. Интересно, что делать, конечно, если закончатся батарейки. Это же вообще трэш какой-то будет. Ну, то есть просто он будет, конечно, вот так вот светить, но дамага-то ну, вообще будет... Ну, практически никакого не будет наносить. Так, здесь ничего нету, да? А где же был этот сундучок, описанный в том листе, который мы нашли? Может быть, вообще не здесь, кстати. Что ж.
Lover's Peak. Так, а если мы сюда пойдем? Кофе. Отлично. Дерево, с которого был сделан этот срез, начало расти в 1846 году, в год подписания Орегонского соглашения. Прочие знаменательные события отмечены на кольцах. 1853 образование территории Вашингтона, 1878 основание горнодобывающей компании Брайт Фоллс из самого города, 1889 Вашингтон получает статус штата, 1929 дерево пострадало от лесного пожара, 1970 горнодобывающая компания Брайт Фоллс закрывается после извержения вулкана под озером Колдерон, 1980 извержение вулкана Святой Елены, 1987 дерево повалено во время бури. Ну и, видимо, после этого его как раз сюда и повесили, чтобы все видели. А, ну вот и даты. Что это дерево видело. Так, и здесь тоже нет сундука. Ну ладно, зато познакомились с прекрасной достопримечательностью. Кусочек дерева. Угу. Дерево. Так, на веревочке сейчас будем кататься. Какая прелесть. Видимо, пока мы будем очень медленно ехать на этой штуке, на этом фуникулере, да, на нас будут нападать вороны. Почему-то у меня есть такое подозрение. Готовимся. То, что они здесь летают, логично, им сейчас будут на меня нападать. Да. Ну, зато быстрее доехали. Come on, we gotta get moving. More of them coming. О, кто-то, кто в теме. That flashlight's kid stuff. The flares won't keep the bastards away. Вот это мужчина. Отлично. You can see them too? Hell, of course I see them. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but... Let's move! I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake. You better keep up. You set him up, and I'll knock him down, Wake. Ты их высвечиваешь, я их снимаю. Отлично. Слушайте, прикольно. Прикольно. Чел пришел и спас. Самое ответственное. Почему? Потому что так положено по сюжету. Это смешно. А кто тут? Так, мужик, а ты стрелять собираешься или что, или где? Чё за херня, блин? Я... Ну так ты убей, пожалуйста. Я думаю, уже подключен. Вот эта крыса очень не нравится отсюда. Давай ты будешь их стрелять, пожалуйста. Так. Ну-ка, рята, вот он. Ракеточка сигнальная, а то прям совсем плохо становится.
Наконец-то. Ты бы еще дольше бы всех отстрелил. Give me the gun. Yeah, no can do. Are you kidding? Give me the gun. No time for back talk. Hold him off, damn it. Угу. Кажется, у нас проблема. Так. Окей, ребята. Фу-фу-фу. Кыш, брысь отсюда. Get some light on those bastards. That'll keep them off us. Нельзя, нельзя. Фу, бяка. Надо, кстати, их пока еще снять. Так, все, мы можем валить отсюда. О, так, отлично, все, свет. Свет отхилка. Все, пошли отсюда. Oh, you feeling better now, Wake? All cozy and safe. Ну, как так, мы входим в Lovers Peak. Так, а я вижу кофе. Отлично. Можно ли их пропустить? Наверное, да. Но если специально так вот просто отслеживать, смотреть на экран, они довольно-таки часто бросаются в глаза. Ну, термос кофе просто посередине леса, даже если за щитом, очень просто увидеть. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. Так, ну их нужно еще плюс фонариком все равно сбивать. Так, а ну пошел отсюда. Давай, пошел отсюда. Вот это у него позиция, вот это красавчик. Он просто взял и спрятался за щитом. Так, сзади. Нормально. А, вот это прелесть просто. Красавчик. Ты стрелять собираешься? Два фаера осталось. Слушай, ну тут прям такой акшончик даже есть. Ну и этого ты сам заберешь или еще как? Ну да, конечно, там сверху еще летят. Ага, еще и здесь один есть. Еще один остался. Ой-ой-ой. Так, чувак. У нас тут прям печалите. Батарейки закончились, я не знаю, что делать. Уворачиваться и паниковать. Ну, прям на тоненького, очень на тоненького. Let's cut the act now. Where's my wife? I knew you were gonna say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're gonna bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her mouth.
Так. You're gonna give me the manuscript or you'll be sorry. No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. On more than one occasion, Alice had tried to explain to me how it felt to be afraid of the dark. To her, darkness wasn't simply the absence of light, but something more tangible than that. It was something you could touch and feel. Worse than that, it was something with a mind of its own, something malicious and malign. For her, things changed when they were wrapped in darkness. They turned into something else, something foreign, and nothing was safe or innocent anymore. I'd never really understood what she meant, until now. Mm-hmm. То есть этот чувак знал, что Алан Уэйк писатель, специально похитил его жену для того, чтобы тот отдал ему рукопись. Для чего? Чтобы просто знать все, что наперед. Зачем? Так, что у нас здесь? Ага. Ага. Ну-ка. Warn me about these traps. I wouldn't want to get caught in one of them. Those teeth look nasty. Не люблю капканы еще с Resident Evil 4. Прям не люблю. Да блин. А чё, мы лес спасаем. Всякие гады капканы ставят, а в них попадаются всякие добрые животные. Ну и наш главный герой тоже мог бы туда попасть. Так, ну что тут такое-то? Ага, я сейчас потеряюсь. Так, нет, все нормально. Ну, во-первых, эти капканы видно. Опять вороны летают. Нифига себе тут. Ой, как очень близко стал. Интересно, они тут
случайно появляются рандомно или все-таки нет? Да, по-моему, они есть рандомно. Да. Они рандомно появляются. Можно просто оббегать их, короче, не заморачиваться тогда. Что ж, ладно. Столько патронов след, правда. Но, ничего страшного. Сейчас подберем. Да, ладно. Ну да, вроде в правильном направлении идем, да? Так, от фаера я избавился. Теперь осталось только фонарик. Чё ж за демон это у него в голове тогда? Да, домик. Откуда? Так. Хороший вопрос, что, конечно, с этим делать. Так, у нас теперь есть одна маленькая проблемка. А, вот. А, нет, это не надо, не надо, не надо. Уйди, уйди, ты что? Патроны, патроны. Ох, хорошо увернулся. Уху-ху-ху-ху. Вот это прям было... Не надо было стрелять по капканам. Все. Свет исцеляем, все отлично. Капец. Ой, дробовичок зато появился. The night had been one desperate situation after another. I was exhausted, and my body felt as though it had been chewed up and spat out. The flashlight was heavy in my hand, and each pull of the trigger sent a painful shock up my arm. But I was finally out of the woods, and things were looking up. That's when I heard the chainsaw. Секундочку. Сначала мы возьмем все-таки какое-то ружье. В нем сейчас будет опять кто-то развлекаться с бензопилой. А, так мы такого его уже убили только. Точно, точно, все. Так, термос с кофейком.
Такс. Что у нас есть? 3 батарейки, немножко патронов. I had heard the plane fall. It made no sense. It was clear that it had just fallen here. It was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. Так, соответственно, что здесь у нас? Еще какая-то сгустки тьмы. Что, нам сюда нужно, что ли? Непонятно. Наверх, на крыло. Отлично, сундучок. Фальшфейры. Ну, это сейчас прям решает эти штуки так-то. Ладно. Так, двигаемся дальше, короче. Еще один фальшфейр. Не нравится мне эта история. Что-то сейчас будет. Что-то сейчас будет. Кто-то сейчас вылезет. Слишком уж аппетитно. Так, у меня закончились патроны, а вот это очень плохо. Так, а ну-ка. Так, сюда они не сунутся сейчас. А в целом сунутся. Потому что мы их еще не убрали. Где еще? Ну. Где еще-то один? Ну, не хочешь, как хочешь. Кто-то сзади есть. Да ёперный театр. Ну как так-то быть?
подкрался вдруг откуда ни возьмись со спины. Ну. О. Вдруг откуда ни возьмись. Очень сильно любят со спины они подходить. Вроде с одним пока сражаешься, сзади подходит. Надо фальшфайр использовать. Прям надо. Использовать фальшфайр, добивать их фонариком, чтобы сбить тьму, и потом уже просто их отстреливать. Охотничье ружье вообще замечательная штука. Так, добраться до верха лесопилки. Идем. Угу. Ну, то есть так и надо было, если что, да, получается? А, вот что происходит. Если вляпаться в тьму, получаешь дамаг практически так же, как если вляпаться в капкан. Хотя я в него еще не влетал, но я догадываюсь, по крайней мере, что будет так же больно. Страничку рукописи. Не зря шли. The logging site was a mess. The modular office had been pushed off the cliff. Deputy Thornton climbed up from the wreckage excited, breathing hard from the exertion. Nobody there. It's weird. Don't you think that's weird? Bored, Mulligan let out a mighty snort. Hell, it's always weird, Thornton. Just a question of sorting out what kind of weird it is this time around. Так. Оп. Тихонечко. Все, не упали. Я думал, мне надо пораньше было бы залезть. Ну, можно и так. When Barry saw the darkness attack the visitor center, it made him a believer. The men Al said he'd shot, they hadn't been just locals on crank. Somehow the world had changed. Like the channel had been switched without warning. You think you're watching a sitcom, and you're really watching a horror show. When the birds started attacking the cabin, Barry wasn't surprised, just terrified. Но Барри тоже втянулся в процесс. Ну, вот фальшфайры очень хорошая штука. Кофе. Так, а в общем-то... А, вот лесенка. Что-то сверху падает.
The darkness wears her face. Тьма носит ее лицо. Опять этот. Блин, надо этот. Так, теперь у нас вообще не осталось батареек. И в случае чего придется ждать. О. Охотничий ручок. Это замечательно. Найти бы еще только... Оп. Ну, странички рукописи здесь спрятаны поинтереснее. Shadows stirred and the wind picked up as I ran through the forest. I felt the dark presence turning its gaze toward me. Then the moonlight was blotted out by dark shadows that raced violently across the ground, moving too swiftly to be natural. Darkness gathered between the trees and melted again to reveal the taken. No natural path had brought them here. Так, можно было бы сюда забежать, только, как говорится, нафига? Так, мы пришли оттуда, значит, нам надо вот все. Да. Так, патроны и 2 батареечки, отлично. Серьезно? Но все-таки винтовка рулит против таких. Страшное непонятное дело. Где он бродит? То есть то, что он пишет, это сбывается, что ли, все? Ну непонятно же. Ну, то есть, да, интересно, что тут тьма какая-то и так далее, но непонятно. Елки падают. О, а это босс. А вот и он. Человек с бензопилой. Охотничье ружье прям рулит. Очень удачно, кстати, эти батарейки мне сейчас дали. Campgrounds. Площадка для кемпинга. Национальный парк Элдоу. Так, отлично. Наконец-то тепло, светло и мухи. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What am I, crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on.
А, мы типа идем обратно в лагерь. Вот в чем прикол. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. Ну, тут еще неизвестно, как говорится, хорошо ли это или плохо. I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster, and the headlights were a welcome bonus. Найти ключ от гаража. Ну, поскольку мы в этой локации, я думаю, здесь далеко не обязательно зарываться. Где-то здесь они должны быть. Например, в этом доме. А, например, в туалете, да? Ну, если только здесь где-нибудь коп случайно не помер. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. You can learn about nature and yourself. Ох уж эти нападения в туалетах. Так, страничку рукописи. The FBI agent's command froze me in place. I considered surrender. It was all falling apart anyway. I could give in, let someone else deal with it. But it felt all wrong. Call it instinct. His posture. The way he held the gun. He was no friend. Shots ringing in my ears, I leaped for the hole in the fence and stumbled into the darkness beyond. Так. Ну вот, а в женском у нас всего лишь патроны для ружья. Какие опасные женские туалеты, слушайте. Сами управляем. Так, а нам вот сюда нам. Да ладно, просто топим газ. Надо просто спасаться. Так, а что за прикол? Надо объехать. Ну да, действительно, на машине гораздо быстрее. Что, все приплыли, что ли? Ну, ё-моё. Кто здесь? Так, по телефону позвонить нельзя. О, ракетница. Ну-ка, начнем сначала с... Ух ты как. Или все-таки...
Кстати, свет — это хорошо. It was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need... a week. It's not done? I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me? Yes, I get you. Так, ну понятно, где у нас сидит Барри. Barry had talked about birds over the phone. Ow! Ow, I am so glad you're here. A couple of them got in here before I blocked the chimney. This isn't normal. These birds are weird. Так, а я еще не могу даже туда войти. Неплохо. Я понял, что надо делать. Откуда вот эти все крупные? Понятно, просто уже от ворон отбиться. Выглядит вроде бы не очень сложно. Отлично. Hey, Al. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose.
Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. Bye now. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the Oh Dear Diner. Good girl. Кто же это барышня-то вот это вот, а? В костюмчике вдовы. Come here. Pretty please. Can you tell me where I am? You won't you say something? I need to get Конец эпизода 2. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами прошли 2 эпизода Alan Wake. На этом сегодня мы останавливаемся. Соответственно, следующий стрим мы начнем с 3-го эпизода. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Ну и увидимся с вами на следующем стриме. Не забывайте себе делать об этом заметочку, подписаться, чтобы не пропустить. Всем большое спасибо, что были сегодня со мной. Хорошего настроения и всем пока.